Всем привет! С вами Сергей Ковгореня, проект «Просто обзор». Тема сегодняшнего видеообзора – задний велосипедный радар Garmin Varia RTL 515. Я большой фанат Garmin, поэтому обозреваю и тестирую технику на тренировках, походах и в жизни уже более 6 лет. Подписывайтесь на мой канал, если хотите узнать больше и получать детальные тесты, сравнения и обзоры. Ну а сейчас я готовлю очень большой детальный обзор сравнения велокомпьютеров Garmin Edge. И не смог пропустить один самый важный, на мой взгляд, велоаксессуар от Garmin. Это задний радар RTL 515. Вы можете спросить меня, а как же датчик скорости, каденса, мощности, велопедали? Все это тоже будет, но задний радар – это не просто красный фонарик на вашем велосипеде. Это реальная полезная система предупреждения о приближении транспорта, которая помогает ориентироваться велосипедисту на шоссе. В заднем радаре Garmin вы получите целый полезный набор опций. Отслеживание приближающихся авто на расстоянии около 150 метров к вашему велосипеду. Сигнальный красный фонарь, который работает в нескольких режимах. Отображение приближения объектов на целой линейке велокомпьютеров Garmin Edge. Отображение приближения автомобилей даже на вашем мобильном телефоне. Подключение заднего радара идет через протокол Bluetooth. Информирован значит вооружен, поэтому информация про приближение транспортного средства позволит вам предотвратить необдуманный маневр и не подставиться под машину. Задний велорадар Garmin будет очень полезен для тех, кто ездит на велосипеде на шоссе, дорогах, трассах, в городе. Кстати, уважаемые автолюбители, прошу вас уважать людей с велосипедами. Пожалуйста, дайте безопасную дистанцию 1,5 метра при обгоне велосипедиста. Вам мелочь, а нам на велосипеде будет ехать безопаснее. Если честно, я стараюсь не выезжать на шоссе. Среди множества пролетающих машин мне некомфортно кататься по дорогах, но бывают такие участки, где нужно проезжать по автодорогах и мне. Сколько же я потерял нервов изначально, не имея заднего радара. Теперь я стал ездить спокойно и прогнозированно. Ребята, поймите меня правильно, это не рекламный слоган с буклета Garmin, но этот прибор радикально изменил мои ощущения от поездки с велосипедом по шоссе, когда я стал ездить с Varia RTL 515. Прошу меня извинить за столь долгое вступление, но я должен был донести важность использования этого аксессуара по своему личному опыту. Итак, давайте начнем наш обзор. Цена заднего радара Garmin Varia RTL 515. Существует 3 модификации заднего радара Garmin. Varia RTL 515 $200. Это максимальная комплектация заднего радара, которая есть в моем обзоре. Varia RVR 315 $150. Это облегченная версия заднего радара без красного заднего габаритного света. И версия 516, где не работает режим коротких вспышек и светится радар постоянно. Работа в режиме световых вспышек запрещена в некоторых европейских странах. Есть несколько различий между двумя основными моделями в том, что облегченная модель Varia RVR 315 идет без заднего красного фонаря, а также аккумулятор в модели 315 работает меньше. Привожу заявленное время работы радаров от производителя. Varia RVR 315 7 часов идет без заднего красного фонаря. Varia RTL 515 6 часов с полной подсветкой. 8 часов с режимом пилотон в колонна. 6 часов ночной режим, 16 часов мигающий дневной режим. Стоит ли переплачивать $50 за максимальную модель? Но если у вас уже красный сигнальный фонарь и вы хотите под сиденьем возить 2 прибора, то можете взять, конечно, модель подешевле. Varia RVR 315 за $150. Но я бы все же рекомендовал взять уже все в одном и сразу уже брать полный комплект – фонарь плюс радар. И да, забыл сказать, что в 2 моделях есть возможность подключения к смартфону через протокол Bluetooth, так что вы сможете использовать свой телефон как монитор ситуации у вас за спиной. Об этом чуть далее в моем обзоре. Распаковка, комплектация заднего радара Varia RTL 515. Коробка заднего велорадара идет в стандартном гарминовском стиле, серый цвет, фото прибора на сторонах и страница спецификации. В середине коробки находится сам задний радар, крепление для велосипеда с переходниками на разные диаметры труб и microUSB кабель для зарядки и синхронизации радара. Сам радар сделан из дорогого и качественного пластика. Задний свет очень яркий, настолько яркий, что я старался повернуть прибор ярким красным светом к столу, чтобы не слепить себя при включении и настройке. Что еще понравилось в исполнении, это то, что производитель добавил боковые красные видимые грани на торцах радара. А это означает, что я буду виден по габаритах не только сзади, но и под углом в любое время. Единственная верхняя кнопка, которая находится вверху корпуса, используется для управления режимами и выключения прибора. Это постоянный свет, пилотон, поездка в колонне с меньшей яркостью, чтобы не слепить коллег по тренировке, ночной и дневной режим вспышек, режим ожидания.
Крепится задний велорадар очень быстро и просто. Аналогично, как и велокомпьютеры Garmin Edge. С помощью защелки, которая прищелкивает прибор после того, как разъем ставится в пазы и проворачивается под углом 90 градусов. Не нужно болтов или других креплений. С помощью фиксирующего силиконового кольца и крепления задний радар можно без проблем установить на раму велосипеда всего за пару секунд. Я пробовал ездить на велосипедах без заднего багажника, с багажником. Радар работает адекватно. Багажник на заднем колесе ему не мешает. Желательно закрепить устройство чуть выше багажника. На задней части радара находится защитная силиконовая крышка microUSB-порта. Приятно удивлен, что крышка закреплена к корпусу, так что потерять ее вам не удастся, она просто не отпадет. На боковой грани прибора находится светодиодный индикатор. С его помощью вы можете узнать, в каком состоянии находится радар. Световой индикатор указывает на 6 разных режимов, список которых я привел в таблице. Как работает задний радар Garmin Varia RTL 515. А теперь самое интересное, так как же настроить и использовать задний велорадар. Перед использованием радара не забудьте подключить его, обновить прошивку и зарядить. Делается это очень просто. Подключите microUSB кабель, откройте программу Garmin Express и добавьте радар в список подключенных устройств. Когда радар подключится и будет виден в системе, обновите прошивку. Особых настроек для радара в программе Garmin Connect нет, так что рассказывать тут особо нечего. Без проблем подключается радар для велокомпьютеров серии Garmin Edge. В моем обзоре это Edge 830, 530, 130+. Полный список поддерживаемых устройств Garmin доступен на сайте производителя. Велорадар для устройств Garmin выступает как внешний датчик. Поэтому он добавляется через меню «Настройки», «Датчики», «Добавить датчик», «Радар» или выберите «Искать все». При этом велорадар должен быть переключен в режим сопряжения. Для этого удерживайте кнопку включения режима постоянно около 2 секунд. Если радар переключился в режим сопряжения, светодиод будет мигать фиолетовым цветом. Задний велорадар Garmin RTL 515 и смартфон. Как это работает? Отличная новость. Велорадар можно подключить не только к велокомпьютеру Garmin по протоколу NT+, но и к любому смартфону по протоколу Bluetooth. А это означает, что вы можете сэкономить и купить себе только велорадар и установить телефон на свой руль, чтобы использовать прибор. Для этого вам нужно установить мобильное приложение Garmin Varia и программа для телефонов на платформе iOS или Android. Ссылка на софт я добавлю в комментариях под видео. Подключение радара очень просто. Попробуй показать пошаговую инструкцию, как добавляется радар в вашем телефоне. А что можно увидеть, если включить радар? Как он работает? Идея работы на телефоне проста и понятна. Если машин сзади нет, ваша полоса зеленая. Как только радар уловил приближающуюся машину, цвет полосы изменится на желтый. Привожу видеопример, как работает задний велорадар в смартфоне. Кроме того, радар показывает не только наличие потенциальной угрозы машину, но и количество и скорость их приближения к вам сзади. Я ездил одновременно со всем набором велокомпьютеров Garmin Edge 830, 530, 130+, и с телефоном Samsung S9. Из личного опыта, большой экран телефона позволяет комфортно наблюдать изменения данных. А вот для велокомпьютеров Garmin серии Edge используется немного иной формат отображения важной информации. Чтобы не мешать отображению велоданных на экране велокомпьютера, в верхнем правом углу показывается значок активного заднего велорадара Garmin. Дата-поля в велокомпьютерах Garmin Edge отображаются в привычном для спортсмена форматах. Как только машины начнут приближаться сзади, контрольная полоса начнет отображать приближение объектов. Один шарик – это одна машина, и цвет на экране начинает меняться. Как работает задний велорадар Garmin с велокомпьютерами. Чем ближе машина, тем краснее будет цвет на боковой панели велокомпьютера. Кстати, в настройках прибора вы можете настроить, как вам удобнее отображать приближение транспорта с левой стороны, с правой стороны велокомпьютера. Доступно выбрать в настройках, кроме визуального отображения на экране, использовать вибро- и аудиосигнал при приближении транспорта. Это очень удобный вариант, чтобы вы постоянно не смотрели на экран при движении. Я протестировал радар на окружных дорогах с двухполосным движением, по 2-3 полосы в каждый ряд. В обычных городских условиях одна полоса в каждую сторону, 2 полосы в каждую сторону. Из личных наблюдений. Факт 1. Если я ехал по двухполосному шоссе, задний радар отслеживал только приближающийся транспорт и не показывал уходящие машины на встречной полосе, так что лишнюю информацию от радара вы не получите. Факт 2. Задний радар предназначен именно для дорог. Если вы будете ездить с прибором в парке, где гуляют пешеходы,
Радар их будет воспринимать как машины. Факт 3. Заряда аккумулятора хватает на целый день. Я использовал радар в дневном и вечернем режиме. С учетом включенных коротких вспышек ни разу прибор не разрядился, а это около 10-12 часов поездок. Хотя даже производитель заявляет, что радар сможет проработать в таком режиме до 16 часов. Аксессуары для заднего радара Garmin Varia RTL 515. Хотите прокачать свой задний велорадар? Давайте приступим дальше. Если вы не хотите покупать велокомпьютеры Garmin Edge и не горите желанием установить свой смартфон на руль, можно улучшить связку радар-экран с помощью отдельного дисплейного блока Varia Radar Display Unit. Данный блок работает для показа как и телефон, только машины он не рисует, а каждая приближающаяся машина изображена тут в виде точки, которая движется. Стоит этот дополнительный экран для радара около $100. Если вы хотите постоянно закрепить задний радар на своем велосипеде, можно прикупить себе за $20 монтажное крепление под седло. Тип крепления, как у велокомпьютеров, на выносном креплении, силиконовое фиксирующее кольцо под диаметр трубы и замок, который фиксируется с помощью болтика и ключа. Есть еще запасной комплект креплений на разные диаметры труб под седло. Стоит он около порядка $20. Мои выводы про задний велорадар Garmin Varia RTL 515. Мой вердикт после эксплуатации радара однозначно должен быть в джентльменском наборе велосипедистов, которые часто выезжают на дороге с автомобильным движением. Во-первых, это безопасность. Вы сможете контролировать возможные риски с приближением транспорта. Во-вторых, получаете в одном флаконе световой индикатор и радар в одном месте. В-третьих, это возможность использования с мобильным телефоном самого радара, экономит деньги и расширяет ваши возможности при поездке. А работа в одной экосистеме Garmin позволяет увязать все датчики и приборы и эксплуатировать их удобно и правильно. На этом пока все. Спасибо, что все просмотрели и прослушали. Хотел бы сказать отдельное спасибо моему Garmin-партнеру в Украине, компании Navionics. Если вам понравился мой обзор, поддержите меня своими лайками и комментариями. Больше информации про радар я добавил в комментариях под видео. Желаю всем успешных поездок и тренировок. Всем пока! I want you to jump like you trying to get stuck in the air.